Друзья, всем привет! В Германии полиция есть случаи, когда возбуждает уголовные дела в отношении украинских беженцев. И в основном эти дела связаны на дороге, дорожная полиция, с водительскими украинскими удостоверениями. В этом видео, друзья, я вам расскажу об одном таком деле и покажу документы и расскажу, как человек попал в такую неприятную ситуацию и как он из нее вышел. Чистые практические моменты. Кому эта тема интересна, смотрите, друзья, это видео до конца, и вы будете разбираться в этом вопросе. Итак, я уже рассказывал о том, что украинцы, которые находятся в Германии по временной защите, и не только в Германии, а вообще в странах Европейского Союза, они могут спокойно пользоваться своими водительскими удостоверениями украинского образца до окончания временной защиты, то есть до марта 2026 года. И это право, это их право, оно предусмотрено постановлением или регламентом 2022/1280 Европейского парламента и Совета от 18 июля 2022 года. Называется оно «О введении особых и временных мер в связи с вторжением России в Украину в отношении водительских документов, выданных Украиной в соответствии с ее законодательством». Вы можете, друзья, этот документ скачать, он у меня есть в телеграм-канале, распечатайте его и возите с собой. Почему? Потому что очень часто я слышу, в Германии, вот мне люди звонят, общаются, я с ними общаюсь, разговариваю, говорят, еду, меня останавливает полиция. И потом претензии предъявляют о том, а почему я нахожусь в Германии больше года, полицейские говорят, а ты не сменил водительское удостоверение, забирают водительское удостоверение украинское, возбуждаются там уголовные дела и там идут разные там юридические последствия, потому что не все полицейские знают о том, что есть вот такое постановление, хотя по идее им должно руководство на совещаниях доводить, что украинские водительские удостоверения продлены до марта 26 года, и они могут спокойно ездить. Опять же, касается тех граждан Украины, которые находятся по временной защите. Понимаете? Если он имеет рабочий контракт и 18а параграф, рабочий параграф, то на него это право не распространяется. Не путать. Поэтому ссылочку на свой телеграм-канал я оставляю в описании к каждому своему ролику. Переходите, друзья, и скачивайте этот документ и распечатывайте. Если вас остановит полиция, вы сразу его показываете, чтобы у полицейских не возникало никаких вопросов. Потому что это действительно проблема. Многие полицейские почему-то не знают вот так, что водительские удостоверения украинцев действуют до марта 26 года. Но несмотря на это право, все равно у украинских беженцев возникают проблемы у некоторых, с немецкой полицией. И сейчас я вам расскажу и покажу одно дело. Украинский беженец обычный, гражданин Украины, парень, находится в Германии по 24 параграфу, он едет по автобану на своем автомобиле, его останавливает немецкая полиция, он им показывает документы, у него все в порядке, как он считает, и показывает свое украинское водительское удостоверение. Но нюанс в чем? У него удостоверение старого образца. Старого образца, выдано 96-м годом. Вот вы видите, раньше выдавалась, в 90-х годах выдавалась просто картонка, там с фотографией вклеенной, и она потом, эта картонка, ламинировалась, там же в МРЭО, тогда еще было МРЭО. То есть у него категория А и Б. То есть оно в Украине действительно, но в принципе за границей его надо было бы поменять на международное, то есть на пластиковую карточку. Но он не поменял, но тут вопрос в том, что право управления у него никто не забирал, право управления автомобилем его никто не ограничивал в Украине. То есть он имеет право управления, он сдал экзамены и так далее. Немецким полицейским это удостоверение водителя не понравилось однозначно. Бумажка заламинированная с фотографией. Они не знают, что это такое, понимаете, Значит, они у него это удостоверение изымают. Они думают, что оно у него поддельное, и, соответственно, запускается там юридическая процедура. Они говорят, что он передвигался на автомобиле по дорогам Германии без права управления транспортным средством. Управление транспортным средством без водительских прав, без права управления в Германии — это уголовное преступление. Это не административное наказание, за это следует. Это уголовное преступление. Оно предусмотрено законом о дорожном движении,
А в частности, параграфом 21 называется «Вождение без водительских прав». И наказывается это преступление до 1 года лишения свободы, то есть могут реально посадить, или штрафом. То есть это серьезное уголовное дело. Через какое-то определенное время после этого инцидента он получает уже повестку официальную, вызов в полицию для допроса по как раз таки этому делу. Вот давайте посмотрим, вот эта повесточка, давайте посмотрим, что там написано. Повестка. Против вас ведется дознание по следующим основаниям. И расшифровывается: преступление согласно параграфа 21 абзаца 1 пункта 1 закона о дорожном движении, и расшифровочка: управление транспортным средством без необходимого разрешения, то есть без водительского удостоверения, без права управления транспортным средством. Напомню, не путать, если человек имеет право управления, то есть у него информация есть в базе о том, что он там допущен, он сдал экзамены и у него есть водительское удостоверение, но он его забыл просто дома, выехал там в кармане забыл брюк, да, и его останавливает полиция, то это штраф 10 евро. А вот если у него права не было, если он экзамены не сдавал и поехал, сел за руль, вот это тогда уголовная ответственность за это наступает. Ну, то есть они посчитали, что у него поддельное это водительское удостоверение, там, что он не имел права управлять транспортным средством, и поэтому они применили к нему как раз таки эту статью, да, о том, что он не имеет права управлять транспортным средством. Так это написано, без необходимого разрешения. Ну и дальше там в этой повестке указаны процессуальные нормы, согласно которым его вызывают там на допрос, указано место допроса, дата допроса, кабинет, сотрудник и так далее. Ну я это вам показывать не буду. Вот так, то есть, понимаете, да, человек просто на ровном месте ехал и вот попал в такие вот неприятности. Ну, человеку надо отдать должное. Значит, когда это все с ним произошло, он на следующий день мне позвонил. Все это рассказал. Вот, я у него спросил, говорю: послушайте, ну у вас действительно вы получали права? Почему я спрашиваю? Потому что, ну, наверное, человек 5 мне в прошлом году звонили, и они потом признались, что да, у них где-то они там за углом, за ларьком приобрели эти свои водительские удостоверения и приехали с ними в Германию. То есть у них эти удостоверения не внесены в базу украинскую МВД. Понятно, да? Я вот человека это тоже спросил, человек сказал: нет, Роман, я 100% сдавал экзамены, я законопослушный гражданин, я все проходил в Украине, нет никаких проблем. 100% моя информация находится в базе, то есть я есть, я не лишен права управления, я в Украине никаких там нарушений не делал, то есть, ну, законопослушный человек, понимаете, да? Я ему сказал: слушайте, ну давайте дадим запрос в МВД Украины адвокатский и получим информацию, имеете ли вы право, не имеете, выдавалось вам такое удостоверение и так далее. Это будет официальный ответ, и этот ответ вы переведете, значит, на немецкий язык и как раз таки предъявите полицейским вот как раз таки во время этого допроса. Он согласился, мы дали запрос, мы получили вот такой ответ. Значит, в главном сервисном центре МВД в границах компетенции рассмотрен ваш адвокатский запрос о предоставлении информации о водительском удостоверении. Номер такой-то, ну и указана его фамилия, имя, отчество. И дальше указано: по результатам рассмотрения предоставляем вам затребуемую информацию, которая по состоянию на 19 марта 2025 года размещается в едином государственном реестре МВД. Вот указывается его фамилия, указывается его имя, отчество, указывается его год рождения, указывается его дата выдачи водительского удостоверения, 99 год мы видим, указывается серия и номер его водительского удостоверения, я тут зачеркнул, она совпадает с той, которую он предъявил немецким полицейским, указывается категория А и Б, когда он, ну, по которой он может передвигаться, и указывается статус водительского удостоверения, что он выдан, потому что если было бы, например, аннулирован или там еще что-то, это все было бы в этой базе, это было бы указано, но он выдан, то есть он действует. И дальше указано: по состоянию на 19 марта 2025 года сведения о лишении такого-то гражданина, его там фамилия, имя, отчество указано, право управлением транспортными средствами в этом государственном реестре МВД отсутствуют.
То есть он не лишен права управления транспортным средством. Поэтому этот адвокатский запрос переводится на немецкий язык, и он идет на допрос, там будут его опрашивать, значит, он идет и просто покажет этот ответ из украинского МВД. И я думаю, что однозначно дело будет закрыто, потому что он не лишен права управления транспортным средством. У него это право есть. Да, то, что у него водительское удостоверение старое, тут как бы может быть поэтому полицейские и прицепились, да. Но право управления у человека есть. Дело в том, что водительское удостоверение это просто пластик. Понимаете, в чем дело? Там пластик или документ, который удостоверяет. Но само право, он сдавал экзамены, информация есть в реестре МВД, это самое главное, да, что он не лишен, что на него нет никаких обременений, у него не ограничено это право, что он имеет полное право передвигаться. Вот и все. Поэтому даже если и это потом не подойдет, что-то там полицейские, им что-то не понравится, то в суде я думаю, что в любом случае это дело будет закрыто. Но я думаю, что до суда оно не дойдет, потому что у человека веские основания, то есть человек полное право имеет управлять транспортным средством. Вот такая, друзья, ситуация. Поэтому, кто был в похожей ситуации, кто знает, пожалуйста, напишите свое мнение, как вы выходили из этой ситуации, что вы делали, кого вы просили, как все это разрешилось, если вас так вот остановили, например, и забрали права, да. Вот. Ну а кому необходимо перестраховаться, кто сомневается, потому что, действительно, вот даже у него, понятно, старого образца, картонка, тут вопросов нет. Эта картонка сразу привлекла внимание, да, у полицейских. Я утрирую, там картонка называю. Это водительское удостоверение старого образца. Вот. Но есть случаи, когда и пластик полицейский берет в руки, смотрит, говорит: слушай, у меня вызывает сомнение в подлинности, ну-ка заберу-ка я это удостоверение, понимаете? И забирают у человека удостоверение. И это тоже неприятно. И как они там проверяют, дают они запросы, какая там информация приходит, неизвестно. Вот, лучше, чтобы у вас был, конечно же, еще и ответ из МВД о том, что вы внесены, о том, что вы имеете полное право, что вы это право не лишены управлять, да, транспортным средством. И если даже на дороге полицейский вас останавливает, и у него какие-то вопросы возникают к вашему удостоверению водителя, да, украинскому, вы показываете ответ из МВД о том, что вы там внесены, аналогичный, и чтобы он был переведен на немецкий язык, и тогда я думаю, что это будет тоже аргументом, полицейский скажет, что окей, счастливого пути, едьте себе дальше, и все. Вот так. Кому, друзья, нужна эта информация, кто хочет получить такие же документы из МВД Украины о том, что вы имеете полное право там управлять транспортным средством, можете ко мне обращаться, я профессионально этим занимаюсь. Вот моя электронная почта. Пишем имя, пишем вопрос, который вам необходим, пишем телефон. Все, я вам перезвонил и рассказал, как это все будет происходить. Что думаете вы, друзья, по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.